о недвижимости, о том, сколько стоят апартаменты, сколько стоят дома. Ну, в основном идеалиста и соответствующие группы в социальных сетях. Такие небольшие игры с продажей. Продали, продают или они просто играют? То сейчас есть предложение и менее 300 тысяч. Оно не совсем причесанное, просто никто ничего не менял. Грань антикварности. Как-нибудь мебель еще древнее. Только одним предложением. Давай поднимем немножко бюджет. Да. Т-1. Листочек. Как мило. Большой домик. Это больше будет напоминать сарай. До 100 тысяч небольшим участком. Если что-то вас интересует, задавайте вопросы, пишите, с удовольствием на них ответим. Приветствуем вас на нашем YouTube-канале Иллюзия Ди Мадейра. Сегодня мы делаем это видео о недвижимости из городка Санта-Круш на берегу Атлантического океана. Сегодня с вами меня зовут Дмитрий, моя супруга в качестве видеооператора все это снимает. Привет. И сегодня поговорим о том, сколько стоят апартаменты, сколько стоят дома в этом районе, именно в этом районе. Ну, возможно, не момент, сколько стоит, а вообще какой диапазон цен, возможно, так? Может быть, как от самого минимального до максимального. Ну, да. Минимального, я думаю, в этом районе в Санта-Круш начинается где-то от 300 тысяч евро. Да. Я думаю, это самый минимальный стоимость. Санта-Круш – это какой-то небольшой городок. Да, небольшой городок. Здесь даже по продовольственным магазинам, если мерить продовольственными магазинами, здесь небольшой такой мини-маркет от континента. То есть здесь нет даже супермаркетов. Ага. Да, именно конкретно в Санта-Круже. Есть рядышком в городах, там Аква да Пена, там есть большой супермаркет, а здесь больших супермаркетов нет. Здесь самая ценность – это набережная, это несколько пляжей, центральный пляж и пляж под взлетно-посадочной полосой. Ну, здесь еще много кафешек, такой небольшой исторический центр, да? И центр рядом... управления Санта-Кружем, потому что Санта-Круж входит и Канису, входит и немножко Камачи, и Гаражао, и немножко Санта-да-Серы. Гаула, наверное, тоже, то есть это объединяет огромный район. Да, а подскажи, пожалуйста, что преимущественно здесь продают? Все-таки больше дома или апартаменты? Я бы сориентировался больше дома, потому что апартаменты здесь чуть-чуть они сосредоточены здесь, немножко в ложбинке. Если мы с вами пройдем немножко метров 300-400, там будет такой овражек, там есть апартаменты и немножко Аква да Пена, но мы сделаем там отдельное видео, пока ориентируемся только на Санта-Круш. Здесь очень старый фонд, есть пару гостиниц таких огромных, их 3 штуки, да, то есть одна, которая за спиной у оператора, видеооператора, потом гостиница здесь желтенькая, закрытая сейчас, а все остальное в основном это дома. Таких новостроек прямо совсем здесь нет, в этом районе. Да, подскажи, пожалуйста, на что ты ориентируешься, говоря о порядке цены, о количестве объектов, которые представлены, они представлены вообще на каких площадках? В основном идеалиста и соответствующие группы в социальных сетях. Я ориентируюсь на них. Есть еще один популярный сайт, как правило, там объявления дублируются, и все основное публикуется на идеалисте и в группах. И они опять же дублируются. То есть один объект могут продавать 15-20 агентств на протяжении длительного времени. Это обычная практика. Да. А подскажи, пожалуйста, актуальность объявлений, она как? Здесь надо ориентироваться я думаю, все-таки по цене и по местоположению. Интересный объект в хорошей локации будет в продаже от нескольких часов после выставления. Может быть, день, 2-3, потому что кроме покупателей за объектами еще охотятся и агенты, как представители покупателей. А с учетом того, что сами покупатели со всего мира, следовательно, и поиск осуществляется практически из любой точки земного шара. Тогда вопрос, какой диапазон цен сейчас? Сейчас, я думаю, минимальная цена будет порядка 300 тысяч. Это на какой объект? Евро. Это один из объектов, который расположен в Санта-Круш, здесь недалеко. Это Т2, дом порядка где-то
где-то 10 лет дому, ну, в таком среднем состоянии. Это апартаменты или Это апартаменты. дом? Апартаменты Т2. Да. Апартаменты с 2 спальнями. Да, подразумевается Т2, это как некая трехкомнатная квартира, но с 2 спальнями, поэтому считается она как бы двухкомнатная квартира. Подскажи, пожалуйста, какой объект вот из недавних продавался здесь? Продавался. А, кстати, я скажу по объявлениям, которые мы видели. Мы частенько заезжаем не с главной дороги, то есть вот заезжая в Санта-Крус через кольцо, через клумбу, а заезжаем мы через маленький поворотик, а с трассы поворотики. И вот там здание, трехэтажное здание, вот там был указатель, что сейл, вендосе, вот телефончик, я позвонил где-то, было месяца 2 назад. Вот. И объект сейчас такое ощущение, что продан, потому что табличка исчезла. И вот вопрос, его все-таки продали или это все-таки такие небольшие игры с продажей? Потому что частенько мы замечаем, когда висит табличка, продают одно агентство, проходит месяц, появляется табличка совершенно другая, другого агентства, потом исчезает табличка, но с объектом ничего не происходит. И вот здесь такой странный, очень интересный вопрос. Так, они продали, продают или они просто играют? И вот с этими играми здесь, мне кажется, очень много объектов связано. Очень много. То есть ты не понимаешь, то есть как бы это дом. Если человек начинает его там реконструировать, начинает приглашать рабочих, строитель начинает что-то делать, может быть там ломать, может быть красить, может быть там чистить, ну хоть что-нибудь. Но когда ничего не происходит, встает сразу вопрос, так что это были за игры с объявлением Вендосе? Продан Продам. он или не продан? Да, он как бы подразумевается, что он продается, или, может быть, сам продавец поигрался в эти игры с агентством недвижимости, и потом просто говорит: не, ребят, я буду продавать сам, или я не буду продавать объект. Это очень интересно, особенно когда меняется агентство недвижимости. То есть одно из ведущих агентств на острове повесило табличку, буквально смотрим, там через недельки 3, через месяц висит объявление на этом же месте, на другого агентства. И оно не агентство с приставкой, что это такое-то, агентство там люкс или там какой-то еще там вилледж или что-то еще. Нет, оно совершенно иное. И встает вопрос, так повторюсь, продали или не продали? Что происходит? Да, что происходит на рынке? Частенько такие можно задать вопросы, исходя из тех табличек, которые мы видим. Очень интересная ситуация. Бывает такое, что один и тот же объект продают несколько агентств одновременно? Вот Да, я однажды наблюдал на сайте и в группах, что один объект в Машико, он до сих пор продается, его продавали порядка 20 агентств. Ого. 20 агентств продавали один и тот же объект. Часть из них, из этих агентств, продавала с одними и те же фотографиями, часть продавала с другими фотографиями, но один и тот же, он очень узнаваемый объект. Даже по цвету кровли, вот, по цвету стен, по внутреннему убранству, можно так сказать. Вот, потом проходит где-то месяц, и часть агентств продолжает продавать его за 250 тысяч, часть снижает цену до 235 тысяч. И вот буквально сегодня я посмотрел, и в некоторых группах в социальных сетях он стоит уже 210. Вот вопрос, кто-то уменьшил свои комиссионные или все-таки вылез на рынок сам собственник? Но если вылез на рынок сам собственник и сказал: я буду продавать за 210, вопрос, те, кто продавали за 250, они продавали с комиссионными 40 тысяч. 40 тысяч по отношению к 210, это порядка 20%. Невелика ли комиссия? А комиссия, кстати, тоже интересная тема. А какая комиссия? Средняя комиссия на острове порядка 5%. Некоторые агентства принципиально берут 7, некоторые 10, а кто-то играет с 15 и 20, как мы рассматриваем в данном случае. Конкретный объект, который сейчас продается на рынке. И некоторые агентства говорят, что мы будем уменьшать комиссию в зависимости от торгов. Этот торг не будет касаться непосредственно самого продавца. То есть они будут играть ценой. Но если человек решил все-таки купить за 250, предположим, а цена в договоренностях 210, вопрос, агентство будет раскрывать перед собственником комиссию в 40 тысяч? Он скажет: это мы заработали, это наш доход, мы профессионально заработали с ракет. Ведь классический вариант на таком неком здоровом рынке, когда
цена рекламы включает в себя стоимость комиссионных, и она единая, она одинаковая. То есть сложно продать. То есть если в листингах мы встречаем объект, некий объект А по цене 100 единиц денег, то если мы встречаем точно такой же объект за 105 единиц, ну, как-то сомнительно, да, что человек смотрит на две строчки, на один и тот же объект с такими же характеристиками и говорит, я хочу купить на 5 единиц денег дороже. Ну, есть сомнения, возможно, в адекватности такого покупателя, а с другой стороны, сомнения в самой рекламе и в самой подаче. Вот если начинают искажать уже информацию, это уже совершенно другая история. То есть фотографии, возможно, которые не относятся к объекту, характеристики, которые около этого объекта. Ну, вот. Или немножко, например, то есть один продает, делая фотографии только внешней стороны вот, самого объекта, а другие продают, делая фотографии и показывая, рекламируя только внутреннюю часть, внешнее-внутреннее. Вот на этой игре, возможно, и построено ценообразование. Тоже очень интересный момент. Дима, подскажи, пожалуйста, а меняется цена в зависимости от сезона? Вот сейчас вот зима наступила, да, туристов стало поменьше, и такое ощущение, как будто бы стало объектов больше, и цена стала немножечко ниже. Это правда? Да, да, так оно есть. Есть зависимость от сезона, причем она настолько хорошо отслеживается. За рынком Мадейры я наблюдаю уже несколько лет. Я заметил, что наибольшее количество предложений появляется перед сезоном и после сезона. В сезон практически все замирает. Я предполагаю, что все сдают в аренду. Потому что стоимость как посуточной аренды, так и помесячной аренды достаточно стабильна. Именно такое, ну, в характерное летнее время. Вот. А начиная где-то вот с ноября, с первых чисел ноября, объектов стало больше. И такое ощущение, что ценник подкорректировался вниз, причем достаточно существенно. То есть если посмотреть на некоторые предложения популярных локаций, таких как Фуншал, Машика, Канису Дебайху, Гаражау, то, например, средняя цена так, Т3 что-то варьировалось где-то в районе так, 370, 400, 450 тысяч, то сейчас есть предложения и менее 300 тысяч. Менее 300. И предложения появляются интересные, на самом деле интересные. Нет, конечно, вот предложения по низу рынка, все как-то больше все вот по верху. Да, вот, потому что нижний чек поднялся существенно. Если посмотреть некую аналитику за год, ценник, то есть если раньше можно было купить где-то 140, 150, 160 тысяч квартиру Т1, ну, Машика, Канис можно было найти. Были предложения, 2-3 предложения, они, конечно, уходили очень быстро. Вот по некоторым предложениям, чтобы сделать хотя бы видеообзор, я писал самим продавцам, что возможно ли посмотреть, они отвечали на следующий день, говорили, нет, извините, принят уже задаток. Потому что цена была ниже рынка. И сейчас та же нижняя цена по рынку, это где-то уже от 200 тысяч за единицу жилья. Там, Т1 или Т0, как бы она ни называлась. Подскажи, а в каком состоянии недвижимость находится, которая продается? Там, например, апартаменты, да, мы не берем новостройки, мы берем вторичную. Исключая новостройки. Исключая, да. В каком она состоянии? Там, требующая суперремонта или наоборот, прям сразу заезжай, доживи. И дома точно так же. Дома это руины или это вполне себе бодрое жилье, точно так же, вот как бы можно заехать и жить. Вот какое твое мнение? Несколько аспектов я бы хотел осветить в данном ответе. Оно делится на некие сегменты. Первый сегмент – мебель, состояние и весь апартамент. Вот как будто его вот дом, вот как его вот сдали там 10-15 лет назад. И вот как вот первые хозяева въехали, и вот в этом же состоянии такое какое-то старенькое такое, аккуратненькое, оно не совсем причесанное, просто никто ничего не менял. То есть может стоять деревянная мебель, даже где-то может быть не шпанированная, то есть полноценная, деревянная, классический вариант, где там стол, 6 стульев, какие-то столы, все такое массивное, все основательное, какие-то двери так деревянные или шпанированные. И все какое-то такое, с одной стороны, аккуратненькое, но с другой стороны, какое-то оно немножко
такая грань антикварности. То есть даже по духу смотришь, как бы, но ведь там новые варианты мебели, новые варианты техники. А когда, например, бытовая техника, у нее такая вот эта лицевая панелька, она такая цвета слоновой кости. И ты понимаешь, что это они специально цвета слоновой кости, потому что кто-то заказал такую отделку. Нет, она просто от старости такая. Просто старый пластик, который уже ему там 10-15 лет. Хотя технику рекомендуется менять все-таки там хотя бы раз в 5 лет. Все-таки новые технологии энергосбережения, новые технологии даже по стирке, хоть посуды, хоть белья, все равно они новые. И даже, опять же, те же там холодильники, то есть они более такие компактные, аккуратные, интересные, эстетически красивые, красивая подсветка, охлаждение, здесь там фрукты, здесь там, о, какой красивый, да, шмель, да, тоже, да, в прямом эфире. Вот. Но все какое-то вот хочется как-то вот это все как-нибудь и все как и все новенькое. Ага. Вот как-то вот так. Это по апартаментам. Это по Но апартаментам. я тоже видела по фотографиям, что старые вот эти встроенные шкафы, потом кровати такие большие с огромным деревянным изголовьем, какие-то балясины Всё там. основательное Да. такое. Все основательное. Такое ощущение, что так как все-таки мы находимся на курорте, Мгм. значит, возможно, покупали эту недвижимость как курортную, не как Мгм. для проживания. Мгм. То есть приезжали, отдохнули, уехали к себе, снова приехали, отдохнули, уехали к себе и так далее. И поэтому у нее такая сохранность какая-то вот где-то даже приятно антикварная. Мгм. Но с другой стороны, как бы там представляешь, что какой дух стоит, просто вот даже от времени, что древесина имеет свойство, там шпон отслаивается, все-таки время, ламинат, паркет, опять же от времени начинает также уже немножко рассыхаться. И с одной-то стороны хочется как бы все это, выкинуть и сделать опять же все более современное. Но это говорит о том, что помимо покупки квартиры, апартаментов, да, требуются еще дополнительные вложения на обновление, ремонт, на обновление мебели, техники и так далее, и так далее, и так далее. То есть вариант «заезжай и живи», он либо крайне редкий, либо момент, что когда не очень высокие притязания, все есть, да, есть кровать, есть какая-то плита, Да, какая-то да. холодильник, там стиральная машина. Да. А бывает, встречаются объекты, которые опять же активно рекламируются, где вырвано с мясом может быть все. Что это значит вырвано? Розетки, выключатели, ни одной люстры. Такое ощущение, что вот то ли ипотечные квартиры, Мгм. то ли какие-то невыплаченные, опять же, скорее всего, там кредиты, ипотеки, все в этой сфере. Но такое ощущение, что человек старался забрать все с собой. Вот Мгм. все, что можно где-то там продать, может быть, где-то в магазине бэушных вещей, на какой-то где-то ярмарке, может быть, где-то там по соседям, может быть, принести в свой какой-то там новый, да, дом, где этого нет. Но порой смотришь, думаешь, это ж просто какой-то, я не знаю, это, Скажем, абсолютно пустые. даже немножко в минус. То есть, как бы, да, не пустые, Да. а пустые в минусе. Да, Да. это вот есть и такие предложения. А что по домам? По домам тут интересно. Вот по домам интересный вариант. По домам вариант первый. Мебель еще древнее. То, что дома старенькие, видно, что достаются они, опять же, по соответствующим вариантам получения эти дома. Вот, потому что в некоторых случаях смотришь, и вот первый вариант вычищают в ноль, просто вычищают, то есть ничего нет, мебели нет, техники, ничего нет. Все подмели, все привели, ничего не покрасили, но все какое-то вот такое вот убранное. Второй вариант, все вынесли и начинают красить. Потолки красить, стены красить, фасад красить, даже лакировать старый паркет. Потом приусадебные участки приводить в порядок. То есть как предпродажная подготовка. Видно, что покрашено по-старому. Видно, что, естественно, никто там проводку не менял. То есть как она вот есть старенькая, так она и есть. То есть их как бы причесывают. То есть, становится картинка немножко там повеселее.
Вот. А есть варианты, где, да, все есть, и старая мебель, и техника, и даже какие-то некие там элементы декора. То есть как будто хотят, чтобы вот именно с этими вещами все это досталось новым владельцам. То есть когда смотришь, там резная мебель, какие-то там балясинки, все какое-то вот резное, барные стойки, какие-то интересные варианты украшений интерьера, какие-то вазы. Такой вариант, как мы делали обзор дома в Фуншале, правильно? Даже по изысканней. То есть это уже дома, такое ощущение, как будто там жили, ну, некие уважаемые люди. То есть это не просто дом без участка, без всего, а вот ты смотришь, так, хорошо, здесь какая-то вот некая такая вот архитектурная форма, похожая на какой-то, может быть, фонтанчик был. Здесь какие-то вот клумбы, здесь какие-то вазоны красивые, интересные, здесь интересный подъезд, здесь какая-то там парковочка. То есть когда мы делали обзор дома в Фуншале, он такой как бы вот дом на бетоне, то есть мало земли, мало таких как-то вот территорий. Вот. А есть такие полноценные старые дома, то есть участок, где там, порядка 10-15 соток реже, соток где-то вот 10, все такое какое-то вот старое, но по эстетике. То есть смотришь, какие-то потолки, какая-то там лепнин, какой-то некий музейный объект. Это очень красивый, очень красивый. Да, но тем не менее они все равно требуют вложения на реконструкцию, правильно я понимаю? Ну, потому что если покупатель, собиратель такой красоты, значит, надо искать красоту еще более древнее, еще более изысканную, на уровне уже что-то такое вот прям, ну, совсем антикварное, прям вот изысканное, возможно, какая-то фамильная, может быть, да, какая-то там кинта, может быть, какие-то фамильные гербы, то есть вот это для собирателей. А это просто формально старый дом, который сделан из камня, замазан, чем было популярно тогда, ну, немножко привели его в какой-то порядок, ну, старенькая красочка. Ну, начни что-то там делать, там даже, ну, утрированно, я думаю, все поймут, что прибить какую-то некую там полку некуда будет, не за что держаться. Или нет таких сверл, даже буров, которые просто этот камень местный просверлит. Потому что все это камушек на камушек, камушек на камушек, и зацепиться не за что. И вопрос, который всех интересует. Да, какой? Часто спрашивают нас в комментариях, что можно купить, например, за 30 тысяч евро. В русском языке есть много слов, которыми можно ответить на этот вопрос. Да, я ограничусь только одним предложением. Давай поднимем немножко бюджет. Да. Хорошо, 50. 50 можно земельный участок купить, даже под застройку. Это, конечно, не топовая локация, это немножко так в стороне, или на горке, или северная сторона. Возможно, за полтинник можно. За 50 тысяч на этой неделе мы поедем делать обзор домика с земельным участком. Мы нашли его, это было сложно, но я его нашел. Это именно дом, Сегодня не руины? Это дом, нет, не руины, да, это дом, маленький домик, имеющий даже подсобное помещение на земельном участке, где-то в горах, северная сторона, но он есть. Есть обзор, мы поедем делать на этой неделе, да. Сделаем. Хорошо, оставляем интригу. У нас был вопрос 50, 100. А 50 это мобильный можно купить. Ну, мобильные все равно надо поставить на какой-то участок, а Обязательно, участок конечно, да. сколько-то стоит, поэтому Тоже 50. Да, минимум тоже 50. тогда переходим к цифре 100. Возможно что-то купить, За 100 тысяч евро объект, в котором можно жить, нет? я вспоминаю вот те русские слова, которыми можно охарактеризовать и ответить на твой вопрос касаемо 30 тысяч. Понятно. Да, здесь они приблизительно такие же, но если очень сильно захотеть, то можно за 100 найти. Пример есть, да, что можно за 100 ориентировочно, это будет небольшой земельный участок, да, и по площади напоминать приблизительно то, что находится вот здесь, слева от меня. Да, то есть покажи, это будет вот приблизительно такой же по площади, не в таком топовом, конечно, месте. Да, и вот посмотри вот на этот небольшой домик. Это Т-1. Ну, в Леруа он будет стоить около 15 тысяч евро, да? Да, да. Но небольшие такие попадаются. То есть листочек. Как мило. Лови скорей.
Небольшой домик, это больше будет напоминать сарай. Реально купить до 100 тысяч небольшим участком в отдаленных районах Мадейры. Это реально купить. И некоторые, кстати, видимо, покупали прям уж совсем, называется, за недорого, приводили в порядок. И некоторые такие сараи оборудованные как некая студия, они есть в продаже до 100 тысяч. Да. Спасибо, что посмотрели это видео. Нам интересно рассказывать о недвижимости, которая нам нравится, да, вот, которой мы интересуемся. Мы много смотрим недвижимости различных земельных участков, домов, апартаментов, зданий, киносооружений. Много чего интересного. Есть интересная аналитика. С удовольствием расскажем вам о многих аспектах недвижимости, разнообразной недвижимости, о ее состоянии и многие-многие-многие другие вопросы. Если что-то вас интересует, задавайте вопросы, пишите, с удовольствием на них ответим. Пишите комментарии, ставьте лайки или любые реакции. И комментарии пишите любые. На все отвечаем. Всем рады. Подписывайтесь обязательно, не забывайте. До новых встреч. Да. Будут еще такие видео. Чао. Чао.